как? Мне надо выпить. Что? Потрясение. Нервное. А происходит-то здесь что? Что за черт? Неужели в этом доме ничего нет? Анет! Я чувствовал, что ты что-то затеваешь. Караулил тебя дома, но вот задремал. Потому припозднился. Еще бы чуть-чуть, а? И мы бы поймали. Ну кто это мог быть? Мужик какой-то. С виду обыкновенный мужик. И он же сбил меня с ног. Сбил же меня, здоровенный, как медведь. А что, если его образ показывала мне графиня? Если он был последним, кого она видела? Ну и что он здесь делал? Петр Иванович! Дядя, Петр чего? Иванович! Что случилось? Все. Все плывет перед глазами. Что это за вино такое? Ты где эту бутылку взял? Ты где эту бутылку взял, дядя? В комнате Уллы. Да. Вот. Вот сейчас полегчало. Наконец-то. Петр Иванович! Дядя! Дядечка! Дядя. Все, все. С меня достаточно. Пусть вот этим занимается полиция. Раз. Два. Три. 4, 5. Я тебя иду искать. С самой Анной Викторовной я не беседовал, а про свои приключения они мне рассказать не посмели. А если бы Петр Иванович вина не хлебнул, то… То тогда бы мы имели совершенно другой калинкор. Да. Впрочем, предположим, что этот шато Лафит действительно презентовала графиня. В таком случае, быть может, его привезли из Петербурга? Да. Вот что, Антон Андреевич, вы вызовите компаньонку Уваровой, нужно ей принести наши извинения. Это зачем же? Ну, в тот вечер она говорила, что плохо себя чувствует, а я ей не поверил. А нечего по астралам было шастать и графине мозги пудрить. Думаете, за это ей и вино такое досталось? Кто знает. Что ж, пойду. Это ведь черт знает, что такое, а? Забраться в чужой дом. Ну, не кипятись, Виктор. Все же обошлось. Ты же обещал. Ты же обещал мне присмотреть за Анной. Вот. Я присмотрел.
что же они подмешали? Вот жена. А я говорила, что Ула жертва, а не преступница. Вот она ничего и не помнит из-за этой отравы. Господи, не надо. Не надо мешать полиции выполнять свою работу. А вот мы вообще-то и выполнили работу полиции. А дядя с Трезубовым чуть преступника не поймали. Вот именно. Чуть. А вместо этого только спугнули их. Ай. Яков Платонович, тут к вам, говорит егерь. Проси. Заходи. Ну, здравствуй, Ермолай Тимофеевич. Мое почтение, Яков Платонович. Присаживайся. Что нового? Да есть кое-что. Сказывают, в лесу объявился какой-то ядовитый туман. Это что еще за туман? Вот здесь, за рощей, в 2 километрах от ограды полигона, и находится наш объект. У него особая охрана. И это все, что нам удалось установить на сегодняшний день. Мы даже не знаем, как он выглядит. Бункер ли это, дом? Избушка на курьих ножках. Не проще ли послать Жанну? А чем вам не угодил этот Жан? Его же там пристрелят охрану. Может, не пристрелит. Может, не пристрелит, а может, пристрелит. Нам нельзя полагаться на авось. К тому же, таким способом мы все равно не узнаем о назначении объекта. Говорят, появляется он в низинах на некоторое время. Особливо, когда с полигона ветер дует. И солдаты при этом рядом. Зверь дохнуть стал от этого тумана. Птица, люди стали болеть. А еще, говорят, вместе с солдатами видели англичанина Брауна, за которым вы меня шпионить заставили. Ну так уж и шпионить. Ну, а как же это называется, Яков Платонович? Я вас прошу, ну, не по мне это должность. Ну, что в нем особенного в этом Брауне? Ну, ездит к нему какая-то дамочка. Ну, вы сами прекрасно об этом знаете. Да знаю, знаю. Яков Платонович, избавьте меня от этой повинности. Ну, Христом Богом молю. Ну, что с тобой поделать, Ермолай? Будь по-твоему. Ты и так для нас много сделал. Спасибо тебе, Ермолай. Да не за что, Яков Платонович. Вот если что по лесной части, так я завсегда, обращайтесь, завсегда все помогу. Счастливо, Яков Платонович. Я уеду. Что? Не могу больше. Тоска. Подождите, Нина, ну подождите, ну что вы говорите? Надо терпеть. Потом вы знаете, ради чего все это. Надоело. Ничего не хочу. Я понимаю, конечно. Балы, приемы, сплетни. Вам же тяжело без придворной суеты. Не надо делать из меня безмозглую кокетку. Нет, спаси вас Бог. Просто я вижу, что вы страдаете без света. Да. Мне здесь сложно. Я здесь все ненавижу. Но зато у вас опять есть Штольман. А мне кажется, что я и его уже ненавижу. От любви до ненависти. Отпустите меня. Зачем я вам? А чтобы держать его на коротком поводке. Мне кажется, он притворяется. Какая-то игра. Вот и поиграйте. А еще мне нужна Миронова. Что в ней проку? А что, если она на самом деле способна читать сигналы с того света? Блеф. Дамские штучки. Штольман морочит. Нет, там что-то есть на самом деле. Нам нужна Миронова. Вот представьте, убить англичанина, а потом спросить у его духа, а чем он там занимался на этом полигоне? А вот кратчайший путь к истине. Убить, чтобы допросить. По-моему, гениально.
всегда знала, вы не такая простушка, как кажетесь. Я-то служила, а вы на чужих хлебах приживались. У каждого своя участь и своя служба. Да вы бесов в дом пустили, госпожу своей ворожбой одурманили. Тьфу! Вот за это ты свою госпожу убила. Чтобы от бесов избавить. И меня заодно решила отравить. Изыди, ведьма, не убивала я. Или соблазнилась украшениями. Грех напрасленно на меня наводить. Прощай. Ты теперь в руках суда людского. Я говорю, что он? Никаких подробностей вам не сообщил? Доктор, ну я же говорю, Николай Васильевич, сказали, дело срочное, приказали немедленно доставить вас в участок. Ну, дело... Какое дело? Дело-то какое? Александр Францевич, мне-то по что знать? Послушайте, голубчик, вот вы меня отрываете от моих больных, от процедур. И даже не имеете ни малейшего представления, для чего меня вызывают. Не велено нам приказа начальства обсуждать. Мы же на государевой службе. Да, простите, это что-то я перенервничал. Бывает. Прошу. Доктор, а почему здесь, в коридоре? С вещами? Я доставлен сюда городовым по приказу господина Трегубова. Я полагаю, что я арестован по обвинению в убийстве. Какой еще арест? Это кто вам, городовой сказал? Нет, не городовой, но для чего меня вы иначе сюда перевели, как не для ареста? Дорогой мой доктор, ну что вы такое говорите? Мы вызвали вас в управление для того, чтобы вы, как эксперт, помогли нам разобраться с этой бутылкой, которую мы нашли у Улы Томпкина. О, Александр Францович, приветствую вас, приветствую, рад видеть. Очень рассчитываем на вашу помощь. Яков Платонович уже изложил суть вопроса? Так точно. Дело серьезное, приступайте. Убийство графини может вызвать огромный общественный резонанс. К тому же мне не нравится этот городской доктор. Ох, как не нравится. Так я его знаю еще со студенческих лет. Он, надо сказать, и тогда мне завидовал. Одним словом, мерзавец он. А что это вы с вещами? Это мои вещи. Прошу. Ну, докладывай, кто подал мне это дело? Спасибо вам большое за участие. Да ну что вы. Это ведь совершенно несправедливо лишать свободы ни в чем невинного человека. А тем более женщин. А я и не имела эту свободу. Уварова была так одержима своей мигренью, что все страдали вместе с ней. А ваше заклинание? Ей казалось, что они избавляют ее от мучений. Или просто внушила себе это. Ну вы же тоже верили, что они ей помогали? Во что бы я не верила, мне надо на что-то жить и что-то есть. А вот вас я не понимаю. Вы медиум, а вроде устроены. Так вы что, думаете, что я притворяюсь? А что я должна думать на самом деле? Что вы с мертвыми разговариваете? Ну я на самом деле. Да ладно, бросьте. Со мной так не надо. Откровенность за откровенность. Я откровенна с вами. Ладно, как хотите. Впрочем, я знаю, зачем вы это делаете.
Зачем? Вы морочите голову вот этому следователю. У меня же есть глаза. Это очень просто. Люди просто думают, что могут скрыть это от всех, но это невозможно. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Пойдемте. Не волнуйтесь, я вам ничего плохого не сделаю. Ой, я точно знала, что сюда вернусь. Проходите. И все вот эта книга. Она говорит на языках людей и времен. Положите сюда свою руку. Прошу. И спросите что-то очень важное для вас. Только мне не говорите. Спроси. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Нет, ваша книга ошибается насчет меня. Это невозможно. Эта книга никогда не ошибается. Графиня про себя спрашивала? Постоянно. И то, что вы читали, было правдой? Конечно, хотя я только догадывалась, о чем она спрашивает. А смерть ей была предсказана? Я не могу раскрывать того, о чем мне говорит книга. Мне как-то нехорошо в этом доме. Давайте я вас провожу. Пожалуйста. Прошу. Жаль Вару. Экстравагантная была особо. Что ты удивляешься? Я знала ее по Петербургу. Кто бы мог подумать, что она окажется здесь. А ее компаньонка Улла, она не демонстрировала тебе свои магические способности? Ты же знаешь, что я не верю. И я не верю. Так было? Но читала она какие-то предсказания по какой-то книге. Значит, тебе не понравилось. Почему? Иначе бы ты похвасталась. Значит, ты меня совсем не знаешь. Иначе ты бы не подбирался так издалека, чтобы задать мне важный вопрос про Увару. У графини был любовник? Вот. С этого и надо было начинать. А вы не очень жаловали господина Клизубова? Я всегда считала Клизубова надутой болваном. Но он ведь был лечащим врачом графини, и, кажется, она ему доверяла. Отношения графини и Клизубова были немножко сложнее, чем просто отношения пациент и врач. Но это обсуждать неприлично. Да, я понимаю. Клизубов просто завистливый неудачник. У вас свое мнение о многих вещах. Спасибо, мне было очень приятно поговорить. Людей можно читать как книгу. Поверьте. Всего доброго. Александр Францевич. Вы знаете, я не хотел вас ни в чем обвинить. Я считаю вас исключительно профессиональным врачом. Знаете, графиня ведь не была для меня обыкновенной пациенткой.
Ее смерть, она... Георгий Ильич, я вас понимаю. Однако давайте прекратим этот разговор без лишних сантиментов. Спасибо. Спасибо. Значит, я впредь могу рассчитывать на ваше доброе и дружеское расположение. Я полагаю, что делить с вами мне нечего. Галущик, кстати, даже наоборот. Я хотел поделиться с вами некоторыми соображениями по поводу течения болезни графини. Я до сих пор не могу перестать думать об этом. Тебе чего? Зачем? Чудной ты какой-то. Иди по добру, по здорову. Сказал, не пущу. Вот дубина. О, это кто его так? Так он первый начал. Не мог сказать даже, куда шел. Не мой, похоже. Доктора вызывайте, если действительно окажется, что не мой. Пусть его осмотрят, а вы выясняйте личность. Так уже выяснили. Служанка, графиня, что у нас тут находится, говорит, что знает его. Братец твой дикий какой-то. Не разговаривает, что ли? Да он с рождения не разговаривает. А чего тогда городового толкнул? Ты за мной, небось, пришел. Не может он без меня. Понятно. Ну тогда давай за обоих и рассказывай. Отец сгинул когда-то, мать померла. Вдвоем мы тогда с братом, с Матвеем остались. А брат тогда совсем еще малой был. Ну вот нас белые голуби и приютили. Скопцы? Они называют себя белые голуби. Деревня богатая, жили сытно. Ну да. Скопцы. Своего потомства у них нет и быть не может по определенным причинам. Вот они и рады сиротам. Не обижали, заботились. И дальше-то что? Когда пришла пора убеления, я сбежала, а Матвей остался. Значит, посвящение он прошел? Еле выжил, а меня даже рядом не было. Яков Платонович, к вам тут. Яков Платонович, простите, пожалуйста, я не должна была так с вами разговаривать. Я понимаю, думали, что я хочу отыграться на Уле за шарлатанов всех мастей. Я не обижен на вас. Что-то еще хотели сказать? Нет. По делу мне вам больше нечего сообщить. Ну, тогда, с вашего позволения, должен идти. Да, конечно. Продолжайте. Я сбежала, скиталась, пока меня графиня не подобрала. Она мне даже документ справила. А брат? Брат, зачем явился ты? Назад меня зовет. Графиня-то померла. Чего мне тут? Значит, брат графиню убил, чтобы сестру забрать. И драгоценности заодно. Да вы что, не убивал он и мухи не обидит. А где шкатулка с украшениями? Брошь-то все одно будет моей. А где все остальное, я и знать не знаю. Это я уже слышал, а братец твой? А Матвей появился уже после смерти госпожи. В это вино, вино графини, было обнаружено снотворное. Не вылез, братцем? Да откуда у нас микстура-то такая? Да, дорого мне стало доказательство, что Ула невиновна. С одной стороны, помог ведь? Конечно. Но
Брезгливее, что ли, надо быть? Да. А все мои усилия, получается, были напрасны. Аннет, ты же знаешь, духи никогда не дают прямых ответов. Лишь намеки. Если неверно трактовать, можно совершить непоправимую ошибку. Дядя, ты мне это зачем сейчас говоришь? Твоя Ула права в одном. Нам следует всем проявлять больше эмпатии, сочувствия, понимания. Больше внимания друг к другу. А для этого необходимо это самое внимание проявлять к духу, в том числе. Нужно искреннее желание поставить себя на его место. Хорошо. Хорошо. Поставь себя на место графини. Почему она показывала мне силуэт мужчины? С другой стороны, никогда не следует слепо доверять духам. Кто знает, что ими движет? Если бы все было так просто, они бы назвали имя убийцы и дело в шляпе. Подожди. Впрочем, вполне может быть такое, что брат этой служанки, Матвей, совершил ритуальное убийство. Антон Андреевич, ну что вы, ей-богу, ну зачем ему это? Чтобы старейшины секты приняли сестру, сбежавшую когда-то, обратно. И как же он ее убил? Не знаю. Задушил, отравил, напугал до смерти, не знаю. И перед этим подсыпал какой-то раствор в бутылку? Уж больно мудрено для простолюдина. Ну, а что если его кто-то научил? Или руководил им? В доме шприцы были? Да, разные. Служанка случайно обмолвилась, что доктор Клезубов научил ее делать уколы. Намекаете, что графиню могли убить смертельной инъекцией? Да дело не в этом, вот взгляните. Пробка пробита, видите? Какой-то раствор был введен шприцем в бутылку. Это же совершенно другой мир. Мир, который способен абсолютно исказить характер и привычки умерших. Дядя, мне нужно уйти. Ой, мне нужно уйти на полчаса, а родители бдят. Нет? Пожалуйста, я к Штольману. Я 2 слова ему скажу и сразу обратно. Нет, я не намерен тебя прикрывать. Не намерен. Но на месте Штольмана я бы сразу отправил тебя домой с городовым. Угу. Чтобы твой папенька видел, как тебя оберегают от разного рода напастей. Я все-таки навел тебя на мысль. Кто убийца? А? Ну, отпустишь, скажу. Так сделаешь доброе дело и… Дядь, ну, решайся. Давай. Я очень быстро. Спасибо. Я так понимаю, вас интересует вот это вино? Да, совершенно верно. Французский лафит имеется только у нас. Очень хорошо. Смею предположить, что это вино дорогое, следовательно, покупают его нечасто. Совершенно верно, на него находится редкий покупатель. Угу, прекрасно. В таком случае, быть может, вы помните, кто ее покупал? А как же? Я помню всех покупателей за прошедший месяц, а то и за 2. Редкая удача. Ну что ж, давайте вспомним.
чемоданом, будто только с поезда сошел. Постойте, с каким чемоданом? Чемодан был черный, большой, тяжелый. Грузчик еле волок. А когда это было? Так, 5-го дня. Антон Андреевич, распорядитесь-ка об экипаже. Лешин! А вам спасибо за помощь. Вы свободны. Я знаю, кто он. Анна Викторовна, вы как нельзя кстати. А вы убийцу задерживаете, я с вами. Да-да. Мы сейчас поедем. Вы подождите меня в кабинете. Мне нужно забрать предписание на арест. Хорошо. Евграшин! А ну-ка, откройте! Откройте! Открывайте! Прощения просим. Яков Платонович не велел вас выпускать до своего возвращения. Какое коварство! Предписание он пошел забрать, конечно. Открывайте! Он меня обманул! Никакого обмана. Яков Платонович оформлял бумаги как положено. Послушайте, вы не имеете никакого права меня здесь держать. А мой отец адвокат. А заперли вы меня здесь незаконно. Так Яков Платонович сказали, что вас никто здесь не запирал? Что? Как не запирал? Ключ сломался случайно. Уже послали за столером, чтобы замок починить. А вот эту динаму машину я привез из Германии. Вот, значит, как выглядит машина, которую вы убили графиню. Я проводил все процедуры, неоднократно на самом себе. И я вам авторитетно заявляю, ни малейшей опасности для вашей жизни нет. Что вы собираетесь делать? Немного терпения. Беспокойтесь вы так. Я давно исследую влияние электричества на мозг. Очевидно, из-за этих самых исследований вас и лишили врачебной практики. Ой, Яков Платонович. Анна Викторовна! Александр Петрович. Давайте сюда. Ой, как же вы, кстати. Едемте. Это что, побег? Скорее. Я вас не выдам. Поехали, поехали! Ну, скорее же, скорее, пожалуйста. Да вообще, что не понимают? Невежи. Я на пороге великого открытия. Лечение электричеством. Как жалко, что не удалось сделать трепанацию черепа графини. Так хотелось посмотреть, что изнутри. Слушайте, вы с ума сошли. Вас каторга ждет. Милейший, вы как раз поможете мне ее избежать. Смешно. Каким же это образом? Просто я докажу, что моя динамо-машина может убить человека. А с графиней это несчастный случай. Понимаете? Несчастный случай. Гроза. Вы что, вы не понимаете? Вы совершаете еще одно убийство. Коллега, с вами ровным счетом ничего не случится.
И вы подтвердите, что как раз вот моя процедура полностью безопасна. Потому что я должен обнародовать результаты своих исследований. Они того, между прочим, достойны. А для этого мне надо доказать мою невиновность. А как же драгоценности, а? Вы же их украли. Это пожертвование для науки. Клезубов, не тешьте себя иллюзиями. Вы не ученый. Вы обыкновенный вор и убийца. А что вы здесь делаете? А что вы здесь делаете? Я остался на вскрытии графини. Посмотреть результаты экспериментов и вообще наука. Любопытство. Оно многих погубило. И как вы ее убили? Это несчастный случай, понимаете? Эксперимент с электричеством. Электричество? Вы ничего не понимаете. Знаете, а я подумала, магия во всем виновата. И, может быть, действительно я на что-то способна. Какая чушь. Хотя бы, в принципе, были неплохой подозреваемый в глазах следствия. Из-за этого вы меня поили, да? Надо было как-то вывести вас из игры. Вы уж очень не знаешь, чего от вас ожидать. Вы тоже полны сюрпризов. Где драгоценности? Ну что, преуспели в поисках? Дом пуст, а в больнице сказали, что доктор Милц ушел с Клезубовым. Подвал ищите. Клезубов говорил про подвал. За мной. Вы не получите никаких драгоценностей, потому что все деньги нужны. Нам нужны науки. Вы что, идиот? Ты идиотка. Воля и Лиля! Воля и Лиля! Ты будешь наказан. Ахазу встретит тебя. Буду терзать твою бока. Доктор, господи. Помоги! И откуда же у вас пистолет? Он у Варовой. Держала в доме на всякий случай. И как же вы оказались здесь? Я услышала шорох в подвале. Я спустилась и увидела, что он делает с этим человеком. Он на меня набросился. А почему же он хотел убить вас? Я не знаю. Может, потерял рассудок. Яков Платонович. Вот оно значит как. Запереть меня в кабинете. Это бестактно. Это унизительно. Анна Викторовна, Что вы себе позволяете? Вы в последнее время все время границы переходите. мне это часто говорят в последнее время. Да мне плевать, что вам говорят. Вы просто пользуетесь. Чем? Тем, что я вам верила. Но больше нет. Ради вашей безопасности. Да я слышать больше не могу про мою безопасность. Все ради моей безопасности.
Все. А если меня надо будет в тюрьму посадить для моей безопасности? Гроза для Клезубова была очень кстати. За шумом дождя, грома ничего не было слышно. И чтобы Ула не узнала о его посещении, не помешала сеансу, он и передал через графиню ей бутылку вина с этим зельем. А может, графиня сама в чай что-то плеснула? Ну, например, опий. Может быть. Сдается мне, что брат служанки был в доме той ночью и мог что-то видеть. Знаете, Платоныч, для Клезубова было очень важно, чтобы свидетель выглядело как преднамеренное убийство, а вовсе не как несчастный случай. Зачем? Для того, чтобы произвести судебное вскрытие тела и убедиться в действии своей убийственной машины? Вот-вот. Именно. Одержимость. Витта синолитарис морс эст. Жизнь без науки – смерть? Еще бы немного, я сам стал жертвой этой науки. Ваше здоровье, Александр Францович. Спасибо госпоже. Упокой, Господи, душу ее. Ну ладно. Брошь продадим. Денег у нас будет достаточно. Уедем куда-нибудь подальше, дом купим. Возьмем сироток, как сами раньше были. Семья у нас будет большая. Да не оставлю я тебя. Разумеется, Виктор Иванович, ваш долг защищать волю госпожи Уваровой. Николай Васильевич, все пункты завещания должны быть с точностью исполнены, несмотря на то, какими бы странными они нам не показались. Не волнуйтесь. Драгоценности будут фигурировать на суде как главная улика. Кстати, а в чем обвиняют госпожу Томкута? В убийстве доктора Клезубова. Да, ее адвокату придется нелегко. Да, Николай Васильевич, еще я, как душеприказчик Уваровой, также должен буду проследить за тем, чтобы все ее драгоценности после суда были унаследованы законным порядком. Не волнуйтесь, единственный наследник медицинской академии получит все сполна. Честь имею. Честь имею. Анна Викторовна, рад вас видеть. Вы ко мне? Нет, не к вам. Госпожа Томкута. Интересно. Николай Васильевич Трегубов дал официальное разрешение на посещение и передачу. Ну что вы так смотрите? Кто-то должен позаботиться о бедной Уле. Она ведь не закоренелая преступница, просто жертва обстоятельств. Но это еще неизвестно, как там все было. Да, известно. Мы уже поговорили с Клезубовым, он мне в подробностях рассказал, как его Ула убила. Ну да. И, между прочим, он действительно кинулся первый. И если бы не Ула, он бы успел включить этот свой дьявольский аппарат, и тогда бы доктор… Ну, раз вы не ко мне, не смею вас задержать. Вы? Что вам нужно? Я принесла вам еды. Я вам ничего больше не скажу. Мне больше ничего не нужно. Я знаю, что вы не хотели его убивать. Вы говорили с мертвым? Да. Вы просто пришли покрасоваться передо мной своими талантами. Нет, я просто принесла вам немного еды. Вы что, юродива? Должно быть так. Прощайте.
Я когда пришел, уже лежало здесь и было раскрыто. Так что извиняйте.